Всякий раз, когда сооружаю сукку, размышляю об этой заповеди Всевышнего. Какими же были те суккот, в которых Всевышний, Авину Шебашамаим, поселил отцов наших в пустыне Синайской по исходе из земли египетской? Вообще, первым, кто соорудил суккот в Библии, был Иаков, когда возвращался в Кнаан из Месопотамии. Пастухом был отец наш Иаков и устроил для овец и всего скота своего укрытие, как написано, и построил себе дом, и для скота своего сделал суккот. От сего нарек имя месту Сакхов. Интересно, что Иаков не связывает название поселения со своим домом, но он называет поселение, здесь написано Сакхов, на самом деле Суккот. Суккот. То есть фактически загоны для скота. Таким образом он называет поселение. Видимо, это был целый город для скота, и все устроенные для овец кущи, их великие множества, именования ими всего места были своего рода хвалебным памятником Творцу, безбрежной его щедрости, одарившей Иакова. С пустыми руками бежал он от лица брата своего из Канаана, а теперь он устрояет кущи для великого множества скота. Итак, сукка – это такая легкая, простая, укрывающая и защищающая постройка. О таких укрытиях говорит повеление Всевышнего: «В кущах живите 7 дней, всякий израильтянин должен жить в кущах». И здесь Творец, подобно отцу нашему Иакову, выступает в роли пастуха, помещая свой народ, своих овец в ограды, суккот. Итак, по заповеди Всевышнего мы живем в кущах в дни праздника Суккот. Как написано: «И празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней, всякий израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш. Бесуккот тишву шиват ямим коль эзрах баисраэль ешву бесуккот. Леман ед'у доротехем כי בסוכות חושבתי את בני ישראל בחוצאי אותם מארץ מצרים. אני Адонай Элоэхем». Итак, на вопрос, каковы же были те жилища, в которых обитали евреи в пустыне, Раби Акива, например, утверждал, что евреи делали себе переносные деревянные палатки. Другое и, надо сказать, общепринятое мнение: Суккот — это не деревянные палатки, но это облака славы, которыми окутывал евреев всемогущий, укрывая их от врагов и от других окружающих их опасностей и от знойного солнца пустыни. Потому как сказано: «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом Израилевым, и пошел позади их, и двинулся столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом Израилевым, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими во всю ночь». Всем известная ситуация, когда фараон со всей его армией преследует израильтян. И в другом месте: «Ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. Облако твое стоит над ними». Сам Господь был для них суккой, кущами, укрывающими и оберегающими Израиля в пустыне. И поэтому неважно, какой материал они использовали для своих земных палаток, думаю, это были шатры из холста, козьих шкур, все такое. А нам
Для того заповедано обитать в этот праздник во временных жилищах, чтобы мы вспоминали о великих чудесах, которые сотворил для нашего народа Всемогущий в пустыне, укрыв наших предков облаками славы своей. Итак, когда мы входим в эти суккот, которые по сей день израильтяне строят во дворах своих, мы входим как бы в облака славы. Эти наши постройки, какими бы они были, какую бы конструкцию они ни имели, они лишь образы, лишь намеки на те самые облака славы, в которых поместил Всевышний израильтян в пустыне. И когда мы входим в них, и когда мы пребываем в них, мы переживаем, да, это символ, да, это прообраз, но он позволяет нам переживать хотя бы отчасти ту славу Божию, которой окутывал он израильтян в дни прежние, и это намек на грядущее. Это очень большой символ присутствия Всевышнего, обитания посреди народа своего, как написано «Веасули мигдаш, вешаханти, бетохам и устроит мне святилище, и буду обитать посреди них».